Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что дождались этот вечерний шум. По-настоящему особенный, как и день сегодняшний. По-настоящему особенный. Некоторые называли, что он день X. Некоторые говорили, что это день Ч. Некоторые говорили день как день, чего все ждут, вообще непонятно. Отдельные товарищи как бы вообще предрекали, ну вот, полный провал, крах, и вообще, что ничего не получится. Я, кстати, немножко в их числе, ну, совсем чуть-чуть. В общем, давайте его обсудим. Попробуем, по крайней мере, обсудить, причем с разных сторон. Поговорим не только о турецком хамаме, в котором так вот отмыли Зеленского. Вообще, если честно, сегодня такая большая трагедия для лично Зеленского, если все то, чем заканчивается этот день, правда, ну, это 100%. Поэтому, друзья, будет, наверное, интересно. Собрал некоторые эпизоды и важные моменты, над чем, я считаю, в комментариях нужно пошуметь. Но традиционно, как всегда, начнем с нашего, ну, так сказать, нашего любимого, да, игры в города. Кто откуда? Пишите. Сургут. Ох, ничего себе из Сургута. Шалом, привет. Ялта с вами. Спасибо большое. Ереван, Армения смотрит. Тольятти и автомобиль. Турецкий гамбит. Действительно, турецкий гамбит. День как день, только я почему-то молчу. Ну, смотрите, не надо молчать. Надо говорить, надо шуметь. Ульяновск, Чернигов, Ростов-на-Дону, Краматорск. Привет, Краматорск. Питер с вами. Шелестим, конечно. Ростов-Рубежная, тоже здорово. Одесса, Австрия, Воронеж, Минск, Уфа, Киев. Привет, привет, Керчь. Не был в Керчи, был в Керчи, не был, так молчи, я помню. Ну, я, кстати, там никогда не был, поэтому Керчь, привет вам большой. Донецк, Дагестан, Азгир, Челяба, Санкт-Петербург, Дербент, Париж, значит, Белгород, привет большой. И вам тоже, Карелия, Ереван, Великий Новгород. Ух, конечно, да, география сумасшедшая. Я очень прошу всех тоже ее писать в комментариях. Когда-то получается, когда-то не очень, но я все равно стараюсь реагировать на эти приветы, потому что, хоть и говорят, шелест, забиваешь время в начале эфира, нет, это очень важный элемент, потому что мы говорим о важном. Мы находимся в разных уголках с нашей планеты, мы находимся вообще в разных ситуациях, мы смотрим по-разному на происходящее, а шум это нас объединяет тем, что у нас есть площадка, чтобы высказаться. Вот так вот прям взять и высказаться, взять и высказать свое отношение к происходящему. Брест, Казань, Красноармейск, он же Покровск, Бобруйск, Тирасполь, Хабаровск даже смотрит. Вообще там бог, там, наверное, утро, наверное, или под утро уже. Шуя, Южноукраинск, Брянск, Молдова, Нидерланды, Подмосковье с нами. Очень здорово. Мурино, привет из Чехии, привет. Бровары, тоже большой привет. Кемерово, Таджикистан, Виннипек, Мерсин, Турция. Ну, отлично, гусь хрустальный. Друзья, всем большое спасибо, что пишете, всем большое спасибо, что обмениваетесь вообще своими локациями. Это принципиальный важнейший элемент. Я на этом уже делал неоднократный акцент и буду продолжать делать назло всем тем, кто, например, вот это такое наше начало, единяющее, объединяющее, начало единения, да, вот, критикует. Давайте все-таки перейдем непосредственно к нашему вопросу. Очень важный вопрос. Получится ли что-то из Стамбула 2? Вот так я хочу его задать и дать 4 варианта. Я прошу очень проголосовать, в конце подведем итоги. Мне прям очень интересно. Варианты ответов: нет, завтра все сорвется, ну, собственно, как и сегодня. Будут тянуть резину, устраивать шоу для Трапа, ну, опечатка Трампа, да, шоу для Трампа. Хотя, знаете, Трамп и Трап это последнее время потрясающе просто. Он там колесит по Ближнему Востоку, красавец, конечно. Там 1 400 000 000, там 2 миллиарда, там с саудитами дружба, там таких его встречают. Ну, там коснемся этого момента, особенно того, что он назаявлял. Тоже очень интересно. Второй вариант. Да, все решено и быстро договорятся. То есть вот эта вся шумиха, это вот для отвода глаз исключительно внутренней публики, да, то есть Зеленский там предстал как смог, что по максимуму, что смог, выжал, а дальше там пойдет уже техника, они встретятся, там Рубио, Витков, хотя есть свежее заявление Рубио, он, ну тоже, понимаете, вот свежее заявление Рубио. Хорошо, сейчас к ним придем. Еще один вариант: катастрофа на поле боя и капитуляция. То есть
вот нас ждет еще вот такой расклад, потому что есть сообщения непосредственно от военных, есть сообщения от Зеленского, что россияне везде наступают, везде прям так продвигаются, прям такие силы у них большие, откуда-то не возьмись. Прям, знаете, вот я поражаюсь вот этому. Когда нам говорят, да что там те россияне? Да тут мы все видим, все с дронов, все с космоса. Ну ничего-то у них не получится. А тут вот, когда они приехали вот это вот к Эрдогану и внутри, и снаружи Зеленский, и вот выступает и говорит, ой, они наступают. Мол, Трамп, посмотри, Трамп, обрати внимание. Да они как наступали, так и наступают. Понемногу, потихоньку, где-то там удается, где-то не удается. ВСУ как обороняются, так оборонялись и обороняются. Тоже сложно, тоже тяжело, потому что ну там и дронов не дают, как вот я вчера показывал Белецкого, еще какие-то моменты, и дефицит, но тем не менее идет тяжело, война это очень тяжелая такая работа военных, это прям ух. Но тут вот именно вот сейчас они вот летнее наступление начали. Наверное, точно для того, чтобы, если вдруг кто-то с кем-то в Турции встретится, чтобы вот пожурили Путина, да, так в глаза сказали, а что ж ты наступаешь, у нас тут прекращение огня и там переговоры. Ну, вот такие словесные, ну, такие, понимаете, вот такие коммуникационные стратегии, вот такие заявления, и вот все четко, да, ложится под вот эту марку, под вот эту общую канву игры, шоу, которое устроил Зеленский. Причем, правда, можно по-разному относиться, но шоу все-таки устраивал Зеленский. Будем обсуждать это шоу. Спасибо большое, друзья. Голосуйте, это прям очень важно. Значит, в чем заключается шоу? Ну, начнем давайте, вот так вот, предварительно, да, начнем с самого последнего. Вот заявление последнее Дональда Трампа. Вся эта свистопляска сегодняшняя, это вот для вот него. Ключевое заявление не это вот просто такое из последнего. Завтра мы уезжаем. Ну, это из Ближнего Востока, да, там. Пункт назначения неизвестен. Потому что нам звонят. Вы можете быть здесь, вы можете быть там. Но, вероятно, завтра мы вернемся в Вашингтон. То есть, понимаете, вот это же просто потрясающе. Он мне напоминает, я его, вот не знаю, я просто не хочу среди подписчиков, среди нашей аудитории, тех, кто шумит, называть его мастером Йода. Понимаете, который вот так вот переставляет слова, и их можно прочитать по-разному. То есть мозг их ставит в нужный тебе порядок. А звучит это вот так. То есть это все вокруг этого. Приедет Трамп, не приедет Трамп, а будет чего, а может чего не будет. Понимаете? То есть я считаю, что это самое главное. Вот это все происходящее, это все ради Трампа. Это ему такое представление устраивает. Причем вот сторона Киева в большей степени. Ой, ну, ключевое заявление Трампа сегодня было это не это, конечно, это там за столом, встреча делегаций, да, вот это все ближневосточное, все очень пафосно, помпезно. И у него спрашивают журналист, так а что вы разочарованы, Путин не приехал? Он говорит, а ты что, я ж не еду, и Путин не едет, что он там забыл? Ну, в том духе, понимаете, то есть, а что он там забыл? Я не еду, и он не едет. Вот я приеду, он приедет. Ну, там, ну, тогда есть смысл встречаться. Ну, вот крайнее заявление, это вот, мы хотим и туда, мы не знаем, куда мы полетим. Ну, скорее всего, в Вашингтон. Это как Рубио, я его упоминал, когда опрос озвучивал. Тоже, ну, такой маразматический момент, да. Значит, у него спрашивают, он в Анталии. Значит, в Анталии происходит встреча министров иностранных дел НАТО. Неформальная. То есть они общаются там по-своему. И, ну, понятно, там США ключевая история, там ключевое место. Оттуда, кстати, сегодня пришла еще одна очень новость, я вчера об этом говорил, сегодня тоже там перепечатали другие издания, что, в общем, Зеленского летом не зовут на саммит НАТО. И тут нидерландец проснулся, но он же как нидерландец, министр иностранных дел Нидерландов, по самые Нидерланды сделал заявление. Говорит, слушайте, ну так, вообще, что это вы написали, вот это напечатали? Еще ничего не понятно. Вот Рютте скажет, он решает, кого звать, кого не звать. Все упали и поржали, понимаете? В смысле Рютте решает, кого звать. На следующий саммит, там в Гааге он, по-моему, будет, да? То есть
Какой Рютте? О чем вы? Это принципиальное политическое решение, звать или не звать. Все прошлые разы Зеленского звали на эти саммиты на то. Да, по политической воле. Сейчас политической воли нет. Ну, это мы отклонились немножко. Про Рубио, да, который, с одной стороны, говорит, что, ой, слушайте, ну, завтра переговоры, я ничего не жду, потому что вот на высшем уровне ничего не состоялось, поэтому я ничего от завтрашних переговоров не жду. И тут же говорит, жду прекращения огня полного и, ну, такого всеобъемлющего. Так ты ничего не ждешь или прекращение огня? Это все в одних заявлениях, в одном подходе. Понимаете? И это вот это американская политика. Рубио, конечно, не достиг того ранга как мастер Йода, да, но тем не менее делает противоречивое заявление. Вот буквально перед нашим сегодняшним шумом в прямом эфире, который идет сейчас 21:20. Но давайте все-таки пройдемся по ключевым событиям, посмакуем этот день, каким-то образом попытаемся вот воссоздать эту картину. День, я объясню потом почему, день абсолютного провала Зеленского в его дипломатическом треке, который он никогда не признает, но от этого он меньше провалом не станет. День, ну, так всегда бывает, когда тебе кажется, что, ну, ты выжал максимум, ты сделал все, что мог, ты отыграл очень великолепно, но зритель выходит из зрительного зала, и он тебе не верит, и больше на этот спектакль не придет. Это ключевая моя мысль. Не придет больше на такой спектакль этот зритель, потому что сыграно все равно плохо, не получился сценарий, не склеилось, не подыграла та сторона. Та сторона, я имею в виду там Кремль, Путина лично. Да и не на Путина рассчитывал Зеленский, когда вот это затевал вот эту всю игру, да, когда там я приду, я пришел, тебе нема, вот это все. То есть не на Путина, это для Трампа было, зритель не оценил, зрителю плевать. У него потрясающие визиты по Ближнему Востоку, там Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, то есть там самолет подарили, там контракт подписали, там бурить будут, там вложения, там инвестиции, он вообще в другом мире живет. Но и поэтому он не увидел игру провинциального театра, потому что в этот момент прохаживался там по Метрополитен-опера, там, ну, вот каким-то, да, ну, по какому-то такому большому заведению, да, то есть не увидел он там вот этого местечкового шапито, потому что наслаждается цирком Дю-Солей другого уровня и другие номера, другие по-другому подготовлены, а ему Трампу готовили эти номера. Один в Эмиратах, кажется, да, или нет, в Эмиратах, один вот этот выездной Макдональдс чего стоит. Это просто, чтобы, ну, он захочет диетической пепси-колы там, или кока-колы, он нажмет кнопочку, а ему тут сразу раз приготовят там всем вот это, как он любит, по-американски. Хотя они там такое, ну, так, именно они по своей культуре не едят. Они там дорисовывали вот этого, то есть вот этот кофе, гаквы, там, он ему дали, а он такой специфический их, там, арабский этот кофе, он даже не пригубил, они в интеллекте искусственно дорисовали, типа он пьет, то есть вот так, но для них это важно, ритуал тебе поднесли, ты должен там пригубить хотя бы или сделать вид, а Трамп не делал никакого вида. Они дорисовали, но и это там своя программа, понимаете? И там интереснее. Просто мы зациклены, мы вбиты вот в эту нашу парадигму, и нас тут крутит Зеленский вместе с Европой и пытается показать шоу. Шоу не получилось. В заглавие к этому шуму сегодняшнему его постоянно называли там Боннефтик, там Верховный Боннефтик или там президент Боннефтик. Сегодня он мог бы быть человеком, который бы, теперь его можно называть «я тут». Он дважды это повторил. Первый раз это было вот здесь. Вот. Значит, они выходят, да, это аэропорт. Это вот он только прилетел, журналисты, они там, бедные журналисты, да, особенно те, которых отправили медиа дежурить сейчас там в Стамбуле, ну, об этом немножко позже. То есть вообще на ногах ради какой-то ерунды, то есть ради ничего внятного. И вот к нему подбегают и спрашивают там, что бы вы сейчас сказали Путину? I'm here. Ну, то есть я here, я здесь, я тут, украинскую. То есть я здесь. Это очень четкий месседж.
То есть, смотрите, сыграно все на таком большом уровне. То есть, все, я здесь, это мой месседж. Вот он идет на ринг, он гладиатор, он боец. Это так вот накручено. Это будет читаться дальше, я вам покажу на самой встрече с Эрдоганом. Примечательно тоже, и вот это, на этом я хотел бы сделать определенный акцент. Вот определенный акцент. Увидели Малюка с ним. Малюк, представляете? Герой Украины, глава СБУ. Также потом мы косвенно поняли, когда закончилось все с Эрдоганом, он вышел на пресс-конференцию, и когда объявлял уже вот эту группу, да, кто будет на переговорах, главный Умеров, кто не главный, непонятно, наверное, Сибига останется, судя по всему, пока непонятно, в принципе, завтра мы там все увидим, хотя уже какая разница, неважно, то есть Умеров, там даже писали о начальнике генштаба, короче, притащил всех. Страна голая, там, кто там на хозяйстве, понимаете? Тут идет большое наступление, как нам рассказывают. В стране никого нет, ни Малюка, ни там, начальника генштаба. Ермак тут тоже с ним, как всегда. Кто на хозяйстве? Верховная Рада? Так у них там свои там, танцы, праздники, тоже покажу. Они вообще по-своему там занимаются. То есть, понимаете, в чем дело? Он собрал всех по максимуму. То есть, это была разнарядка. Я даже представляю, за столом сидит, чтоб были мне все. И все и были. То есть, смысла от Малюка там вообще никакого нет. Да? От генштаба. Какой генштаб? Генштаб, который воюет. Понимаете? То есть тут такой какой-то очень интересный момент. Это нужно было ровно для того, чтобы показать, смотрите, у нас тут все какие крутые, все на самом высоком уровне. Понимаете? Малюк в Турции. Даже с собой никогда такого не было, что на какие-то визиты прям Малюк. Член делегации. Только приземлившись, выйдя с трапа самолета, он, Зеленский имеется в виду, подошел первым делом к прессе. Вообще вот эта вся история была исключительно на это и рассчитана. Что вот у него, я приехал к Эрдогану, вот я приехал, я еду, что ты скажешь Путину? Я здесь, I'm here, я here, я вот здесь, там, приезжай. То есть это медийная была волна, раскачка. Но они понимают, как они играют в эти игры, вот эти зеленые. И вот он, собственно, приходит, там, самолет, Украина, зелененький, там, его встречают. Вот как-то так это выглядит. Подивимось, але рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Значит, было несколько минут, часов, было несколько часов у Эрдогана, это было. Он говорит, мы сейчас после встречи подумаем, потому что у русских уровень делегации, уровень делегации какой-то похож на бутафорский. Похож на бутафорский. Причем, смотрите, эти нарративы, я просто не хотел это все в подборку давать вам, вы это все слышали на протяжении дня. Вообще день такой, устаешь от этого однообразия, и все вроде кажется важным, а на самом деле пшик. Каждая там, поехали, приехали, даже сейчас, то есть в телеграм-канале у меня, в телеграм-канале Шелест, вот эта вот история с, там, все, сообщил ТАСС российский и Рейтерс тоже сообщил, то есть как бы из двух источников, о том, что переговоры будут делегации завтра. Но, тем не менее, потом и российская делегация едет в этот дворец Эрдогана, в Стамбуле. И все такие, как, подождите, так завтра, вот это все меняется, все вот так вот. Нет, они поехали встречаться с Фиданом, с министром иностранных дел. Тот с Анталии прилетел, тут все нормально, то есть он там как хозяин гостей приехал сюда гостей тоже принимать, и вот с ним будут переговоры. То есть эта делегация поговорит с ним, а президент поговорил с президентом. Но вот эта вот бутафорская история и название, то, что он сказал про бутафорскую делегацию российскую, это породило сегодня белым днем такой достаточно перчик скандала. Значит, я просто хочу, чтобы вы поняли, я не пиарю это чудовище, называющее себя юмористом, ни в коем случае. Я просто вам показываю как альтер-эго, отражение, да,
Зеленского, человека, поцелованного в лысину. Он так отзывается о российской делегации. Стосовно перемовин. Росіянчики, звісно, блядь, ви молодці. Можна було б з собою хоча б Грішку Лепса взяти, я не знаю. То есть вот это он сидит, стоит там, да, ему смешно, говорит, вы россиянчики, вы молодцы, давайте Гришку Лепса с собой возьмите. Хоч один знайомий пропітий хлібальник. А то якась зграя шайка ноунейм алкоголіків, блядь, яких відірвали від магазину «П'ятерочка», помили, блядь, і дали костюми. Це, звісно, піздець. Ну, вот ему весело, понимаете? Ему, вот этому поцелованному в лысину, что там у него с лысиной, кстати, как-то не побрился, что ли, как-то там она просвечивается. Понимаете? То есть я просто хочу, чтобы... Я ни в коем случае, то есть мне очень важно, чтобы вы понимали, что вот уровень Жеки Кошевого, вот это то, что он говорит, там, побрили, помыли, там, вот это все, это Зеленский. Это как? Это отражение Зеленского. Это тоже там считавшийся или считающийся для кого как сейчас талантливый актер «Квартал 95». Он играл министра иностранных дел в этом преснопамятном фильме, сериале «Слуга народа». Это, ну, понимаете? То есть, в принципе, он достаточно, он тоже популярный. То есть, это мог быть не Зеленский, а он. Я поэтому вот это... И вот чтобы вы поняли, чтобы вы сравнили. С Россией на бутафорскую делегацию и вот эту нападку, ну, там, брошенную с утра фразу Зеленского сразу ответили. Еще раз, теперь в другую сторону. Никаких чувств не испытываю там, к Марии Захаровой. Она заявляла многое за эту войну. Но сейчас вот надо, потому что это очень важно. Потому что это протокольно. Приходит президент, говорит, похоже, бутафорская делегация. Сейчас с Эрдоганом посоветуемся, будем решать, что делать. В смысле бутафорская? Официальный спикер российской стороны говорит о своей делегации и словах Зеленского. И вот тут читаю, что Зеленский назвал бутафорным уровень делегации России во главе с Мединским, с участием заместителя министра иностранных дел России господином Галузиным, представителем Минобороны, руководителем Главного управления Генштаба Российской Федерации. Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник, человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма, он их так называет бутафорией? Да кто он есть? На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было? Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Смотрите, здесь нужно, понятно, что у нее там тоже эмоции, она-то любит это все. Но здесь нужно искать, мы же пытаемся шуметь, вот пошумим хорошо, но попытаемся подумать над сказанным, не эмоционировать вот это там клоун, неудачник. Ну, смотрите, Захаровой тоже можно вменить, подожди, какой неудачник? 4-й год, клоун-неудачник, да, вот воюет, вы его победить не можете. Ну, вот так, да, потому что за клоуна-неудачника вписались вот эти страны и так далее, и так далее. Так это большая удача, это главная роль его жизни. Это главная роль, выше нет. Правда, сейчас как-то вот театр немножко поскудел, и как-то немножко это все на спад уходит. Но это отдельная история, будем говорить дальше. То есть, понятны эмоции, но не, с одной стороны, ругая Захарову, можно сказать так. Понятно, у нее стилистика такая, она очень своеобразная там, в публичной плоскости человек, но в поддержку, с другой стороны, если зайти, слов Захаровой, она защищает свою делегацию. Потому что вчера было заседание, присутствовали все, да, то есть все присутствовали в Кремле. Они там как бы давали вот эти директивы, они выбирали там не просто так Мединского, да, не просто так тоже там людей, которые участвовали в том процессе 3-летней давности. То есть у нее работа такая, отгавкиваться, в хорошем смысле, не в том, который там наш МИД говорит, и защищать своих. Вот это защитила своих.
говорит, что это ученые степени и так далее. А кто у вас? А у нас Умеров. У нас Умеров глава делегации. У нас собрали всех. А если на всех посмотреть, ну вот так прям, по биографиям, ну, становится как-то, ну, специфически, да, но всех, кого можно. Должности собрали там все, да? Так можно даже пошутить. Но, по сути, притянул всех, кого может Зеленский. Но это весу не добавило. И как бы фон очень плохой на самом деле. А он хает вес там той делегации. Это недопустимо, если ты о чем-то едешь и планируешь договариваться. Значит, Лавров тоже за словом в карман не полез. Речи в Стамбуле. Я завершаю тем, с чего начал. И сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести, и нужны переговоры. Кстати сказать, Запад за вот 3-4 дня последний как-то отодвинул слово «перемирие» назад. Мы очень подробно разъяснили. Значит, ну это версия Лаврова, что отодвинул, на самом деле ничего не отодвинул, то есть о перемирии сейчас говорят все, и украинская сторона об этом, ну и тоже там перемирие, там же, смотрите, к перемирию привязаны вот эти санкции, да, то есть санкции, и Зеленский даже сегодня, там, после Эрдогана говорил о том, что санкции, мол, сейчас как введут санкции, тогда вот будет. Он прям ждет санкции. Это все игра понятная. Он непосредственно как бы планирует и планировал. И задумка была какая? Сделать ветер там в Анкаре. Получится, не получится выманить Путина. Он знал, что он не приедет, Путин. Да? Но он, вот это все исполнялось. Они вот такие насупленные все такие. Да? Но, ну вот... чтобы они не приехали, чтобы никто там не приехал. И вот смотрите, Путин отказался, российская делегация отказалась. Завтра будет вторая часть марлезонского балета, посмотрите. Ну, там о второй части мы поговорим еще немножко позже. Ну, там тоже все на грани срыва. В каком плане? Там пишут всякое, что украинская сторона должна обсуждать только один пункт, вот этот перемирие 30-дневное. Вот она его будет обсуждать. Россияне приехали с пакетом договоренностей и прошлыми парафированными пунктами соглашения. То есть они всеобъемлющие будут. А Умерову пишут сейчас в СМИ, что дают мандат только на перемирие. Но вместе с этим не отправить... Тоже, вот, когда Лавров говорит про старших товарищей, да, вот старшие товарищи, окей. Но, по сути, так пресса и пишет, Вашингтон-Пост, что европейцы сначала, там вчера была публикация, вот они повлияли на Зеленского, чтобы все-таки он ехал. Он не хотел ехать. Сегодня пишут, что они повлияли на Зеленского, чтобы тот не отменял переговоры для своей переговорной группы. Это четкая публикация средств массовой информации западных. Вот так и получилось. То есть, да, ну вот. Вот, то есть старшие товарищи, партнеры. Нет, партнерам с Зеленским тоже тяжело. Там не все так гладко. Мы видим почему. Ну, давайте все-таки, да, вот дальше. Дальше был Эрдоган. Я прям хочу вот вместе с вами. Это вот протокольное видео, но оно очень символичное. Значит, красивое убранство. Да, то есть все на высшем уровне. Выходит Зеленский. Почему-то скрипнула дверь из того автомобиля, откуда, ну, может, там не дверь, может, так показалось, совпало в тот момент, когда открывалась дверь, что скрипнула. Ну, бог с ним, ладно. Двери там можно смазать, это не страшно. Сколько они таких, пятых точек возили уже к Эрдогану, ну, правильно, правительственные турецкие автомобили. Ну, что-то скрипнуло. Ну, и тут диалог короткий. How are you? Ну, это Эрдоган, ну, человек в возрасте. How are you? Спасибо. Хорошо. Ну и идут дальше.
Смотрите, то есть это тоже интересная история. Ну, понятно, это протокольная штука, они выходят, со всеми здороваются, ну, членами делегации. То есть мы видим, да, то есть представители. Фидана нет, Фидан в Анталии кружит министров, сейчас поехал кружить российскую делегацию. То есть это вот, ну, другие чиновники Эрдогана. И тут он увидел женщину. А он как-то женщину не ожидал увидеть. Ну, по Зеленскому видно. И замешкался. И кивнул ей. А ему кивнула в ответ. А потом что-то щелкнуло, ну это такая пауза. Это у меня просто в ускорке, понимаете? То есть, ну это чтобы время не тратить, долго не сидеть, пересматривать. А потом он что-то щелкнул, что наш подожди, надо пожать. Ну и та его так сразу. А видно, что у Эрдогана нормальные работают такие, сразу раз его. Ну вот такая история. Приступает Эрдоган. То есть, подходит к Ермаку. Ермак на костюме, говорит, welcome, ну это стандартно, welcome, типа, добро пожаловать, how are you? Ну, то есть, как дела? Это такое, даже не как дела, а просто типа, ну, как ты? Ермак, вот как Сибига вчера сиял в Анталии с Фиданом, а потом еще с Рубио и Грэмом была фотография, он пересекся. Ну, там это ж неформальный саммит, и вот они пересеклись. Вот прям расплылся весь Ермак, смотрите, как дела? Он говорит, ну, неплохо. Ну, как сказать в двух словах? Неплохо. Приехали Путина ждать. Вчера нам объявили. Неплохо. Расплывай. Рады. Умерова не узнал, не понял, кто такой. Но Умеров рад его видеть. Ну, как-то проигнорировали Умерова. Вышиванка. Вышиванка. О, день вышиванки ж сегодня, да? Это ж вышиванки Сибига. Понравилась ему вышиванка. Ну и фото издала. То есть уже начинают играть. Дальше здесь там протокольные фото. Насупленные, серьезные, вот такие. Вы понимаете, как меняется вот это все? Вот чтобы, вот я вам показал это протокольное видео, это делается, ну как, это для протокола делается, но чтобы все видели, что там включаются камеры, ну там как, там тоже включаются камеры, но вот когда вот начинается обсуждение, и все сразу приобретают другой покер-фейс, у них у все такие прям серьезные, такие все, у Эрдогана вышиванка. Ну то есть вот такая атмосфера была, да, в Анкаре. Ну, а у Трампа вот такая была атмосфера. Для сравнения просто. Вот это я понимаю. Вот это встретили, так встретили. Значит, коридор живой женщин с длинными волосами, которые вот это под музыку, которую играют. Там же там барабанщики. Ну, там его еще водили еще везде. Трамп такого, не знаю, видел, не видел, но он был удивлен. Приятно там всем пожелал. У него вообще замечательно. Вообще не сюда. Вообще никакая Турция. О чем вы? Ну вот именно в этот день, да, когда вот была вот эта штука. Там же как наверняка. Ну, Трамп, ну скажи, ну намекни, что ты приедешь. Ну чуть-чуть, ну давай. Ну Трамп чуть-чуть вчера намекнул, понимаете? Ой. А у него там веселее. У него там женщины, вот это все, понимаете? Вообще потрясающе его, конечно, встретили. И так далее, и вообще замечательно в этом отношении все получилось. Но все-таки, что было позже? Потом непосредственно вышел после этой трехчасовой встречи, все там питались какими-то непонятными новостями, вышел Мединский с заявлением. Они приехали, Мединский глава группы, переговорная от Российской Федерации. Прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Спасибо большое. Значит, тут плохо слышно, там что-то со звуком, с тем файлом. Ну ладно, все поняли, то есть они приехали. Это говорила и Захарова, это говорит сейчас Мединский. У них есть четкие установки, директивы. Они приехали решать проблему. То есть все, первопричины устраняем. И, ну, все заканчиваем. Ну, вот как бы, да. Кто-то называет, что это капитуляция Украины, кто-то называет это по-другому, в зависимости от там, позиции и понимания, да, чего хочет Россия. Ну и чего хотим мы.
Ну, потом, конечно, это тоже... То есть много журналистов, они все, конечно, взволнованы. То есть будет, не будет чего, все как бы с кондачка, уходить нельзя, надо там тусить. И вот какой-то журналист, ну вот здесь, это плохо слышно, и там на самом деле надо прислушиваться, начал спрашивать, мол, ваш президент испугался приехать? Ну, как-то как вопрос звучит, и параллельным курсом как вот утверждение. Вопрос-утверждение. Обычно такое делают на пресс-конференциях журналисты. Ну, знаете, тут задача простая. Задача, чтобы человек это услышал, да, его как-то прошило, и он сказал там 3-4 предложения, или резко ответил, или как-то необдуманно, или как-то на эмоциях, или как-то чего-то ответил, а потом с этого вытащить. Мединский ничего не сказал на это по поводу журналистов. Пошел, выдал как бы программу и пошел себе. Они там в консульстве, потом из консульства уехали, и вот сейчас вот они на встрече с Фиданом в эти часы. Украинские паблики разогнали это все. Мединский проигнорировал, Мединский нечего сказать Мединскому. Ну, то есть вот они из вопроса, заданного не в форме вопроса и в профессиональном смысле другого, уже сделали какую-то новость, что президент Путин испугался приехать, а Мединский об этом ничего не сказал. Как бы не сказал, значит подтвердил. Ну вот с таким намеком. То есть играют очень на самом деле в информационном плане грязно. Да? И вообще на протяжении всего времени это так и было. Зеленский вышел от Эрдогана, в общем, распорядился отправить Умерова, говорит, все будет, меня там только из уважения к американцам и Реджепу Таиповичу Эрдогану, только вот из уважения, мы понимаем, ничего не будет, но вот мы отправим, так и быть, отправим переговорную группу, посмотрим нам чего. И смотрите, часа 4, даже 5 после этого была вот эта история, что я тут. Ну, такой, султан, я тут. Это Владимир Зеленский. Вот она была. Да? И вот он вот это все говорит сейчас, да, по сути, ну, того, что сказал Мединский. То есть Россия приехала решать вопрос по сути, да, Зеленский как бы вот отвечает по сути. Окупація 20% нашої території, ви вважаєте, це дипломатія? Масовані поховання? Чи це що? Точно не дипломатія? В сучасному світі депортація силою 20 тисяч українських дітей на території Росії. Чи це схоже на дипломатію? Ну, его спросили, типа, как вам дипломатически он начинает? Депортация детей, оккупация, там, братские могилы. Такого дуже багато. Не хочу, щоб сказали, що я почав якісь там свої українські наративи. Все це боляче, такі речі, навіть називати наративами. Я хотів би вам сказати, ми давно не в звичайній дипломатії. Дуже давно, тому що ми маємо справу з людьми, які не дипломатичною мовою прийшли зруйнувати, абсолютно зруйнувати нас, нашу історію, ідентичність, наші сім'ї. Значит, смотрите, это он почувствовал, ну, после Эрдогана, там же очень интересно, я сейчас дальше дам подробности, очень интересно, он почувствовал, что типа, ну, какая-то, ну, это же не дипломатия. Когда едет переговорная группа, а она не знает, приедет ли или не приедет делегация, составы вот так вот с кондачка, то есть темы встреч, о чем будут договариваться, ну хотя бы там пункты, да, то есть никто, вы сейчас вот приехали, ждете Путина, ну это же как-то такая специфическая дипломатия. И он говорит, фигня, дипломатия нормальная, то есть потому что вот они не дипломатично к нам пришли с войной. Вот это отговорка. Почему ты так действуешь? Потому что Путин плохой. Потому что Путин вот, не дипломатично, вот, поэтому у нас вот такая дипломатия. То есть мы жертва, нам можно. Это вот, чтобы вы понимали, о чем он вот сейчас говорит, про братские могилы и все остальное. Ми маємо те, що маємо. І я не хочу зараз, щоб у нас був з вами такий діалог історичний. Хто, що все почалось, хто, що, тому що у мене буде своя думка, у русських буде своя. Я не хочу про це. І саме через це. Тому що таких питань буде дуже багато. Подивіться. Смотрите, он не хочет об этом говорить. История, там, русские, там, еще что-то. Именно поэтому таких вопросов будет много. Це сигнали русських. Треба спочатку розуміти коріння цієї війни. Для чого це робиться? Як ви вважаєте? Для чого робляться такі сигнали? Щоб її не закінчувати. То есть, русские, когда говорят о россияне, о первопричинах войны, о корнях войны, они об этом говорят, чтобы ее не заканчивать. То есть, логика. Мединский говорит, мы вот сейчас решим первопричины,
Ну и войны не будет. Это вот как, ну я не знаю, это как вот в лечении, да, там, не знаю, там, лечить там прыщик, да, вместо того, чтобы почистить кишечник, да. В кишечнике неинтересно, там, вот это, давайте с прыщиком будем танцевать вокруг. Ну, это так, это образно. Есть много других параллелей, более таких понятных, предметных. То есть, вот это вот логика Зеленского, и он ее транслирует в ответ на претензии по не совсем протокольной дипломатии. Тому що ми всі, ви поважаєте свою мову, свій прапор, своїх людей, свою історію. І ми так само, і русські так само свою. Значит, вот это очень интересная фраза. Ну, может, я просто не нашел, извините, если я могу быть неправ. Я не нашел заявления Эрдогана, кроме как на украинских ресурсах, о том, что он... То есть вот эти слова я нашел. Мы уважаем свой язык, культуру, территориальную целостность. Это сказал Эрдоган. Это я нашел. Это сейчас Зеленский за ним повторил. Но как это, когда Эрдоган говорит о своем, да, Зеленский вот это, за ним повторяет сейчас вот это, продолжая свою мысль, как это превратилось в заявление, что Турция поддерживает полностью территориальную целостность и, ну, пристегнули. Эрдоган может и поддерживать, я не говорю, что он не поддерживает, но заявление пристегнули, это очень интересно. То есть ты говоришь одно вообще о своем, Зеленский тебя повторяет и говорит о своем, а на выходе это получается, смотри, совпало, Эрдоган с нами. Ну, то есть пристегнули его. Ну, то, что Эрдоган пристегнутый, Эрдоган, да, он командированный, потому что Трамп высказывал идеи, чтобы они были переговорщиками. Ну вот, выступали переговорщиками. Поэтому тут как бы он выполняет свою миссию. Ну вот продолжим Зеленский, да, вот по поводу нарративов. Вони ще хочуть нав'язати свою історію нам і знищити те, що нам дуже дорого. Тому в усіх війнах робиться перший крок. Як каже президент Трамп, припинити вбивство? Окей, ми підтримуємо. Кто этот человек? Иннокентий Смоктуновский. Я вас не узнаю в гриме. Трамп говорит остановить убийство. Вот все, окей. Припинити вбивство. Це full unconditional ceasefire. І для цього Вот это вот эти понты, конечно, full, там, rational, fire. Ну, прекращение огня полное. Ну, короче. Ну, это тоже модно. дійсно не потрібні лідери. Потрібна політична воля лідера. І це можна зробити. І це не війна, яка була 100 років тому. Є медіа, є інтернет. Можна дійсно не зустрічатись, не ускладнювати. Ну, там дальше продолжение этого всего. Значит, можно вообще не встречаться, можно вообще ничего не делать, можно вообще и не быть президентом. Можно по-разному, можно. Но тут, смотрите, в чем смысл. То есть, что ты сидишь, если так перевести по-простому, по-обычному, что тут сидишь, кого ты ждешь? Никто не приедет. Путин не приедет, но он сидит и ждет. И потом часа 4 это была тема, ну, скажем так, разгонялась. Часа 4, что я буду тут, я вот жду. Потом дальше пресса писала, это прям я видел, что пресса писала, что Зеленский здесь до завтра. Делегация тоже там, она вот срочно вылетает. Потом это срочно превратилось в несрочно, типа поздно вечером приедут, ну они уже уставшие, надо переночевать, и потом завтра уже будут встречаться с делегацией. Зеленский в Стамбул не едет, отправляет делегацию, сидит в Анкаре и ждет Путина. И я тут, я жду. Хватило ненадолго, правда. Я не знаю, может быть будут сюрпризы, но я тут не уверен на самом деле. Я думаю, что это подтвержденная информация, хоть и вызывает масса сомнений. Там борт Зеленского из Анкары вылетел туда, в Албанию. Дальше после Албании инаугурационная месса Папы Римского. Ну как, инаугурационное первое там, богослужение. Да? И там он тоже собирается быть. Папа Римский говорит, я хочу быть вашим тоже посредником. Ну, вот в Турции, видите, как получилось. Сейчас Папа Римский будет тоже вот опробовать. Там, кстати, Венс приезжает тоже на эту инаугурационную мессу. Тоже интересно будет понаблюдать, а пересекутся они или нет. Будет ли искать встречи Зеленский с Венсом, как бы героем овального кабинета, одним из героев овального кабинета и вот этого неимоверного перформанса Зеленского. То есть его упрекают, что ты тут сидишь, ждешь, это не дипломатия, это такое, ну куда ты? Говорит, не-не-не, то есть вот можно вообще не встречаться, воля должна быть.
Задача обвинить Россию, что она не хочет прекращения огня. То есть Америка хочет, а она не хочет. Задача обвинить Россию, что она не хочет приезжать и договариваться. Мол, мы вот приехали, вот они мы, а вы не едете. То есть я вот он, а Путин не едет. Потому что без протокола... А какая дипломатия? Зачем дипломатия? Мы о другом. Мы жертва, мы можем все. Но проблема в том, что те времена, когда они могли все, уже прошли. Вот тоже сегодня разошлось видео воспоминаний Лукашенко о первых контактах. Много, кстати, будет вот сейчас в эти дни. Очень много будут параллелей. А как тогда, а как там. Умеров тоже был причастен к переговорной группе. Там ему пишут о нем, что это типа хорошо. Да, там же какой Ермак, какой Сибига. Да, то есть... А вот Умеров это еще более-менее, то есть в России там они найдут о чем поговорить в том плане, что они были 3 года назад. То есть в этом отношении Умеров выглядит как тоже фигура, понятно, что там ни рыба, ни мясо, гражданин Америки со всеми родственниками в Америке. Вопрос в другом. Он тогда был, и это сам факт назначения его главой делегации означает, что несмотря на эти все шарады и вот эти все фейерверки, Украина приняла правила игры Стамбула-22. То есть обсуждать будут вот это, если пойдут дальше после прекращения огня завтра. Лукашенко вспоминал, как это все начиналось, у него там, в Беларуси. Эти украинцы, Зеленский выкобеливался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю, ребята, не уезжайте. Они говорят, да, мы поедем, не хотят, не надо. Обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры. Они меня послушались. И к ночи только приехали. То есть Гомель, да, вот эта вся история. Лукашенко за руки держал россиян, говорит, да не уезжайте, как это, целый день ждать. Сейчас история повторяется со Стамбулом, вы заметили? Один в один. Вот этот Умеров, который там, да, жал руку Эрдогану и не долетел с Анкары, там лететь, условно, там 1,5 часа. Вот как-то так. И это было всегда. Потом заявили, нет, в Гомеле, тут опасно, граница российская недалеко. Хотим белорусскую кушу. Хорошо? Пожалуйста, в резиденции президента, который Хрущев построил не я. Где на природе, где хотите. Водка, самогон, кофе. Все, что закажете. Все будем делать. Организовал там, 2 тура провели, в Стамбул поедем. Хорошо, ребята. Едьте куда хотите. В Казахстан, в Стамбул, только не прекращайте переговоры. Не прекращайте. Гибнут люди. Уже тогда было понятно, сколько погибнет людей. То есть Лукашенко говорит, что тогда понятно было, сколько погибнут людей, если это все затянется. И оно, в принципе, затянулось. Да? То есть давайте говорите, сидите, говорите. Я не знаю, тут наверное, украинцы, да и часть россиян тоже, которых уже осточертела эта война, уже, конечно, не подбирают эмоции, слов, говорят, елки-палки, взяли, сели, поговорили, договорились, пошли бы по этому Стамбулу. Окей, мы идем по Стамбулу, у нас сессия переговоров, там день через день, там, или там раз в неделю, или там раз в 3 дня будем мотаться, узнавать все, что... на это время прекращаем огонь. То есть пока переговоры прекратили огонь. Где договорились? На переговорах. Кого с кем? Делегаций. Все. И все довольны. Они вот этот циркос устраивают. Ты будешь, а меня не будет, понимаете? Выкобеним, да, выкобениваются. Вот получается, что выкобениваются. Вот эпизод одного із викобенювань після зустрічі з Ердоганом. Прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. То есть вот это я вообще не понимаю, зачем было сказано. То есть это какая-то вот заготовка, но опять-таки она бы сыграла на случай, если его там ждали бы овации, фанфары, ура, типа Зеленский, все у него идет на мази по этому плану. Да, вот Путин судорожно собирается, там собирает чемоданы, летит, там не сегодня, так завтра. Или, например, если бы Путин дал согласие, сказал, хорошо, я завтра буду, то есть, да, встречаемся, Трамп на подскоке, все здесь, все раз. То есть, и вот это он сейчас выдает, что чего будем его бегать, искать по всему миру, вот мы приехали, делегация.
А так это пук в муку. Ну вот так сейчас эта заготовленная шутка выглядит. Но все растиражировали. Ну потому что они, ну это прям такие ценностные вещи, понимаете? Давайте завершим эту тему с этими переговорами, тем более все будет понятно завтра. Есть, вот многие спрашивают, есть ли у нас там опытные переговорщики. Да, есть Сан Саныч Чалый, Александр Александрович, очень известный дипломат. Он, кстати, принимал участие в Стамбуле Том. Не знаю, что по поводу этого. Он не публично интервью не дает, но знаю, что смотрит эфиры, смотрит программы, то есть, ну, периодически, очень редко, но как бы тоже на контакте мы. Вот это он. Считается, что Огрызко тоже такой опытный, матерый, в общем, знаток дипломатии. Вот как он комментирует переговоры делегаций. Я думаю, що нам треба не повторити багатьох помилок, яких ми припускалися раніше, коли спілкувалися з Росією. Значит, мы каких-то ошибок, украинцы допускали ошибки, когда общались с Россией. Надо не повторить. А что за ошибки? Саме говорити з ними сам на сам. Опытный дипломат говорит, нам нельзя с ними один на один говорить. Как это? Так это ж прямые переговоры. Вообще, это уже, по-моему, третья версия формата прямых переговоров, понимаете? То есть прямые переговоры. Я лечу, я здесь, Зеленский. Говорит, делегации. Ну, так и быть. Только из уважения к Эрдогану и Трампу отправляю делегацию. Вообще это все пустое, делегация бутафорская, все. То есть вот так это все происходит. Тут выходит Огрызко. Вроде же он человек опытный. Он понимает, что такое переговоры. Говорит, нельзя один на один. От цього допускати категорично не можна, тому що російська пропаганда на другу хвилину після завершення переговорів звинуватить вас у всіх смертних гріхах, які собі можна уявити. А украинская нет? То есть, если мы обращаем внимание на пропаганду, российскую или украинскую, то что, вообще нельзя разговаривать? То есть, только чтобы там присутствовать. А если кто-то присутствует, то это не прямые переговоры, это с посредниками, наблюдателями. Тому, якщо ми говоримо зараз про переговори в Стамбулі, то там обов'язково мають бути наші європейські партнери на будь-якому рівні. Там не обов'язково, щоб це були найвищі посадові особи, звичайно. Якщо це буде рівень міністрів, то це можуть бути просто представники від Міністерства закордонних справ. Але там вони повинні бути. Там повинні бути представники Європейського Союзу, там повинні бути представники Сполучених Штатів Америки. Короче, всех надо собрать. Всех, и США, и Европу. Неважно, пускай там какие-то будут просто представители, депутаты, министры. Неважно. Абсолютно. Ну, один на один нельзя. От тоді у Росії не буде жодного шансу брехати. А це ж ключовий елемент будь-якої так званої зовнішньої політики Росії. Пропаганда і брехня, брехня і пропаганда. Ну, то есть, матерый, правда, его правда уважают в этих кругах, Огрызко, говорит, правда и там брехня и пропаганда, то есть вранье и пропаганда, понимаете? Такое ощущение, что выветривается весь профессионализм. Вот от этого обидно и горько где-то даже, да? Потому что, по сути, все видят, там, народ устал, задолбался. Сами военные тоже. Вот мне скажут, военные, это что ты говоришь за военных? Вот, пожалуйста. Я вам рассказывал эту историю в начале, что как элемент давления на вот этих, вот там, это не переговоры, а вот это цирковое представление, там, квартал вот этого Зеленского, да, вот этого. Ну, вот это все, да, цирк с конями, который он устроил по Анкаре. Устроил и улетел, да, обломавшись, по сути. Вот этот цирк с конями, под него подтянули, что все, русские наступают, все, просто сейчас сметают все, и вот сейчас силы большие. Это говорит спикер оперативного направления Харьков по фамилии Шамшин. Вот давайте его послушаем. Ви всі бачили тих делегатів, які вони відправили на переговори в Стамбул. Це якісь ноунейми і
извините, пожалуйста, Шамшин, пресс-спикер оперативного направления Харьков, говорит, ноунеймы. Мужик, ты вообще, а ты с какого года воюешь? А ты вообще воевал? А ты вообще точно пресс-спикер? Ты вообще понимаешь, там, кого они отправили? А то, что глава Мединский, да, а зам министра обороны, ну, то есть просто, да, ноунеймов, говорит, отправили. Но он считает вправе это говорить. Он как бы от лица военных вот этого направления Харьков. Мати ось такі от серйозно, мені здається, це не варто, але нехай. Ми всі прагнемо миру і ніхто Ну, то есть бог с ними. Мы все желаем мира. То есть, смотрите, он мира хочет, сидит. так не хоче миру, як насправді українські військові. Але ви всі чули і заяви нашого верховного головнокомандувача, і загалом головнокомандувача Збройних сил України. Смотрите, строит предложение спикер. Мы все, в том числе военные, хотим мира. Но вы слышали заявление нашего верховного главнокомандующего? Да. Ми всі спостерігаємо те, що росіяни накопичують сили, і фактично літня наступальна кампанія ворога почалася, і розраховувати на те, що найближчим часом буде якесь перемир'я, я би не став, тому що коли росіяни перед цим оголошували там про свої там великодні перемир'я в односторонньому порядку, там перемир'я на дні там свого побєдобєсія, так жодного затища на фронті не було. В смысле? То есть ты, хорошо, ты можешь комментировать, как, ну, там, представитель направления, ты можешь комментировать, там, что делегация тебе не нравится. Ну, не нравится и не нравится. Ну, не знаешь ты никого из этой делегации. Ну, ты вращаешься, что ли, в этих кругах. Можешь не знать, бог с ним. Это всем показывают. Тебя спрашивают, а что вообще опасно на фронте? Ну, вы же слышали президента. Слышали, значит, опасно. Но дальше рассказывать о том, что никакого затишья не было, ни в пасхальное, ни в юбилей Победы, ну, никакого не было. Все, так и продолжалось все. Но это прям, извините. Навпаки, росіяни, як правило, посилювали свої штурмові дії, і, власне, ми це спостерігаємо і зараз. Тобто розраховувати на те, що вони зупиняться і скажуть, все, от ми хочемо миру, ну, я таких ілюзій, наприклад, не маю, і багато українських військових також. То есть я и многие украинские военные таких иллюзий... То есть мы ждем мира, но они не остановятся. И это вот скармливает украинцам, это единый марафон, кстати, да, вырезка. Ну, то есть вот так, понимаете? Вот таким макаром. Объясню, финализируя эту историю, сейчас пойдем дальше, чего нам ждать от завтрашнего дня. Наверное, ничего, потому что сядут, поговорят и не договорятся. Если это правда, что Умеров подмандатен, или там у него есть мандат, да, только по одному вопросу. Ну, то есть один вопрос, и все. То есть прекращение огня. Потому что скажут, ну хорошо, прекращение огня, окей. Обмен пленными, прекращение огня. Ну так, а вот мы давай вот здесь, вот здесь, вот здесь. Говорит, я некомпетентен. А кто компетентен? А кого ты послал? Ну, то есть, вот такая история. И Стамбул окажется пшиком, и сделают всячески. Сейчас, конечно, проигрывает украинская сторона. Завтра там придумают какой-то перформанс, что будет условно недоговороспособная российская, они там что-то вычудят, понимаете? Но по сути вот так. Если только у нас нет общей договоренности, это опять-таки это тоже версия, но она очень такая специфическая. То есть вот это то, что мы видели сегодня, 15-го, ну это пиар. В том числе и там предвыборный, почему бы и нет. На самом деле все договорено, скинули там подписи какие-то на Умерова, они подпишут, создадут вот эти группы, ну как в том Стамбуле было, то есть или как возобновят, да, будут, они могут даже о перемирии договориться, вот после завтрашней встречи. Это приедет, освятит Витков, там Рубио, Келок, да, то есть и все. Вариант, что там заедет Путин, к нему приедет Трамп, в Турцию вряд ли. Может, они пересекутся где-то, и это дело, как говорится, отметят. Да? Но уже после вот этой финализации, что типа процесс пошел. То есть переговоры начались, это будет длинная песня переговорная, но с прекращением огня на время переговоров. Переговоры приходят к какой-то общей точке, общему знаменателю, все на все соглашаются и дальше. Таким образом,
удовлетворяется вот это бешеное идиотическое требование: о, 30 дней перемирия, они могут, эти переговоры, идти 60 и 80, это опасный сценарий, это плохой сценарий, но тем не менее это такой самый оптимистичный в том духе, что мы видели. Параллельно с этим незламна боротьба, Зеленский переизбирается, ничего не отменяется, потому что это только перемирие, договоренности еще далеко, ну и как бы вот на этом все идет на спад. Это мне бы так, наверное, хотелось, потому что это меньше крови. Ну, это мое мнение. То, что Зеленский сегодня попущен и опозорен, это правда. Ну, вот правда. Потому что он ожидал, что Трамп там из Ближнего Востока даст какие-то сигналы. А он выдает, говорит: а что вы ждете Путина? Если бы я там был бы Путин. А так меня там нет. Вот это тоже заявление. Я приеду, конечно. Вообще в Вашингтон, скорее всего, поеду. Вот такая история. Вот такие переговоры. Завтра тоже будет очень интересно. Я думаю, что, мне почему-то так кажется, что будет много новостей. Много. Причем самое интересное, что вот уже сообщили, это только что, CNN, о том, что Рубио сказал, что 16 мая встретится с Сибигой, украинской делегацией, но с россиянами встречаться не будет, то есть с россиянами будут встречаться, другими, да, скажем так, другие, это Келлог и Витков. Поэтому вот как-то так. Значит, что еще интересно, что еще из интересного? Опять-таки, да, закончилась встреча Фидана, та, которая я говорил, это по состоянию на сейчас, с Мединским. Они, переговорили. В турецком МИД уточнили, что окончательных решений о переговорах представителей Турции, России, Украины и США в Стамбуле пока нет. Какую-то совместную, наверное, они хотели встречу организовать завтра. И вообще позавтра тоже много вопросов. Поэтому тут такой момент. Все пока непонятно в этом отношении. Зато понятно у нас. Соцсети ужасаются. Наталья Баранова, пользовательница, пишет о том, что сегодня в суде Верховного суда приняли решение о невозвратной мобилизации. То есть, если тебя мобилизовали с нарушением и не учли твою отсрочку, просто не увидели, не поняли, есть у тебя отсрочка, нет у тебя отсрочки, тогда и все, ты служишь. То есть обратного хода мобилизация не имеет. Ей в комментарии там прилетели и сказали, что ой, то есть это уже давно, говорит, давно-недавно, но вот столкнулись с этим сейчас и сталкиваются, и продолжают сталкиваться. Но если суд, а это важно, не учитывает твои права и твой какое-то нарушение этих прав и говорит, так можно, то люди начинают делать свое. Днепр сегодня. Значит, это машина ТЦК. В эту машину пытаются всеми силами запхнуть человека. Он брыкается. Люди вокруг водители, они видят, они сигналят. Он пытается через окно вылезти, его там крутят, всяческим образом пытаются. И тут приходит один парень, начинает ему помогать. Второй парень, вот женщина подтягивается. Еще люди приходят, водители из других машин приходят. Днепр. И говорят, а что это вы? А что это вы, говорит, творите? И в итоге, что меня особенно порадовало, да, собравшись уже, они хотели драться, лезть, силой разнимать, там какой-то миротворец говорит, давайте по-хорошему, потому что мы вас вдвоем сейчас, мы заберем его силой, зачем нам это все. И все-таки пришлось силой оттягивать военкомов, женщина бьется сумкой, мужик убежал. Все, военкомы повержены. Вот вам Верховный суд. Все, они у них облом, они перегородили дорогу, вот здесь видите, да, автомобили, пытаясь объехать. Вот такая ситуация в Днепре сегодня. В Одессе похожая. Боже мой, Нор, иди смотри, как запихивают. Господи, боже, как я не
чисто одесская. Можно даже было не говорить, что это Одесса или там ватермарки не клеят. Нора, иди посмотри, как запихивают. Боже мой. Хотела это видеть. Ужас. Кого забрали? Мрази. Какого-то парня. Вы слышите, как они обсуждают то, что они видят? Да. Я в шоке. Ну зачем это? Смотри, женщина, мужик, все, боже. Вот мрази, ну остановитесь. Вот девушка, господи. Остановитесь. Вот мрази, а, конченые. Смотри. О, отпустили. То есть женщины перегородили дорогу, вышли, и, да, то есть вот он выскочил и бежит. Он видит женщину и делает вот этот жест. Ну, я не хочу повторять, чтобы не удлинять. Этот жест. Ну, просто он видит, женщина идет навстречу, ну, как бы там женщины сходятся к этому бусику, мы заметили. И он типа, это он так поблагодарил ее, и давай деру оттуда. Женщины, которые смотрят на это все из окна и снимают на телефон. Беги, парень, давай, молодец. Боже, молодцы люди. Вот этот бусик, надо запомнить, видишь, они ездят. Мрази. Еще кто-то есть? Да, еще кто-то есть, и женщин нормально собралось. Еще кто-то есть. Наверное. Еще кто-то есть. Да. Боже, парень даже. Да, там еще есть кто-то. Беги, парень, беги. Еще Они есть там кто-то. Они кричат, выходи. О боже, куча парней насобирали с района. Молодцы. Боже, женщины молодцы. Мрази. Конченые. Реально, на мысли. Ну, значит, это все как бы, ну, понятно, ругань, вот это все, то есть они ругаются с ТЦКшниками, они, в общем, освобождают этот бусик, там, двоих выпустили, они там начали сдавать назад, женщины тормознули. Там еще есть пацаны. Да. Люди, помогите нам. Собирайтесь туда, давай. Женщины, вот женщины молодцы, они должны. О, перекройте. Перекройте, реально. То есть вы видите, это вот звуки эти, да, это женщина стучит по этому бусику. Вот. Я представляю, такой... О! Молодцы! Подожди. И выпускают еще. Двоих, троих, троих, да, еще троих. Еще один вышел, да? Этим курицам. Ну, то есть, как бы, не потому, что там, мы все любим Одессу, каждый по-своему, не потому, что там я там уделяю это время. То есть, вы понимаете, да, то есть, собрались женщины, нахлобучили этих ТЦКшников, вывалили, как бы, всех вот этих, кого они насобирали, и отпустили, те разбежались. И это не как вчера, вот это мы показывали в Киеве, ДТП, двое там выскочили, но они были в наручниках, поэтому они, наверное, вернулись, потому что были в наручниках. Эти выскочили, дёру дали. А женщины, которые это снимали друг с другом, ну, это одна женщина, которая снимала, и Нора, которую она звала, они вот так комментируют происходящее. Они в шоке. Но это Одесса. А в Тернополе все по-другому. Священник Алексей Филюк из Тернопольской области, представитель ПЦУ, прославился сегодня. Христос воскрес! Воістину воскрес! Священник Олексій, підкажіть, чи можна здати вредного тестя в ТЦК? Значит, вопрос для подписчиков. А можно ли вредного тестя сдать в ТЦК? Подскажите, я не согрешу? Отец Алексей. Питання були всякі, ще такого не було.
Ну, якщо вже дуже крепко вредний і немає протипоказань по здоров'ю, крепкий, здоровий, а робить збитки вдома, п'янствує, мучить тещу, мучить дітей. Короче, здоровый, мучит, пьянствует, мучит тещу, детей. То гріха його здати в ТЦК не буде. Вот так вот. Можно. Можно сдавать ТЦК. Если такое, что это? Конечно. Ну, я так вважаю. Якщо немає там дрібненьких дітей, нема під опікою, не інвалід, ну то можна. Якщо робить вдома вред, то хай зробить лучше користь. Тому, тесті, не обіжайтеся на мене. Ну, запитала людина, мене мушу відповісти. Тому все одно ж Україну треба боронити. Тесте, не обижайтесь. Все равно надо Украину защищать. Боронити. Защищать надо Украину. Ну, тут гріха нема, каже, нема більшої любові, коли хто навіть душу свою за ближнього свого положить. А якщо дуже вредна людина, то треба якось її врозуміти. Надо вразумить человека, если вредный он. В тюрму садити не треба, в підвал не треба, в ТЦК, щоб служила. Нормально. Щастя, здоров'я, живім довго, миру в Україні. Да не будет мира в Украине с такими священниками. Можно тестя? Не, ну если такой тесть, что там лупит, там вообще вред приносит, но нормальный, здоровый, и малолетних детей нет, все соответствует. Конечно, надо сдавать в ТЦК. Сдавай в ТЦК. Ты благословение получил на тесте. Подписчик вот этого человека. А он куражится, он думает, что сейчас он слава у него, там, какой священника такого. Знаешь, такой специфический, там, да, то есть все на него подписываются. Это прикол. Я помню раньше, помните, вот это была история, голосуй не по приколу, типа, голосуй не по приколу в парламенте. Ну, сейчас в ПЦУ тоже можно. Служи не по приколу, да, или там, служи по приколу. Ну это не в парламенте, это вот это, ну, против Зеленского. Так вот сейчас вот, по приколу проголосовали. Вот смотрите, он сейчас теперь Богу служим по приколу. Он сейчас вот так рассказывает, грех сдать тесте в ТЦК или не грех. Ну, вот как-то так. А вообще сегодня праздник большой. И вот я парламент вспомнил. В парламенте тоже. Узнаете, кто это в парламенте? Тимошенко. Распустила косы, нарядилась, с ней фотографируются. Там много есть на самом деле фотографий. Все в шоке, как она выглядит в парламенте. Ну так, день вышиванки сегодня. Больше всего, конечно, в парламенте поразила выставка. У них там сейчас в парламенте, я так понимаю, знаете, как вот этот клуб. Вот, я помню, был пионерский лагерь, и там клуб культуры. Там организовывали всякие штуки. Вот сейчас Верховная Рада, клуб культуры. От них ничего не зависит, голосуют черти шо, там вот это все. Там. После проголосованной сделки с американцами можно сказать, что это вообще не важно. 200 миллиардов там не хватает на армию. Что-то там будет, что будет. Вообще по барабану. После того, как они вот это проголосовали, не читая, к ним такое отношение. Ну и эмпирически пытаются развлечь. Ну, там, например, день какой-то памяти кого-то, они там выставки устраивают, картины ставят, там еще чего-то, да. Вот сегодня день вышиванки. Гончаренко с радостью поделился тем, что в кулуарах парламента вишиванки разные выставку сделали. Друзі, всім привіт з Верховної Ради. Нарешті хоч щось тут дільне в кулуарах. Наконец-то хоть что-то дельное в кулуарах. Выставку ему. Правда, какие-то манекены с головой нельзя было найти манекена. Как-то вот она убогенько смотрится. Ну ладно. Ну так какие есть манекены, да? Мол, какая разница? Наконец-то что-то дельное, да? В кулуарах подивіться, які гарні вишиванки. Костюм жіночий, село Сілець, Сокальський район, Львівщина. Подивіться на ці гарні рушники. Тут і Київщина, і Полтавщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Чернігівщина, Харківська область, Черкаська. Реально дуже гарно. І оцей, мені дуже подобається цей костюм жіночий, це сарни. Леха, Алексей, Алешенька, сынок. А чё это тебе подобается, нравится женский костюм? Из сарны. Це Рівненщина.
Полісся. Подивіться на цю красу. Друзі, всіх з Днем вишиванки. Что ты понравился женский... Ты не влезешь, Алексей. Чего это ты? Полисся. А бы влез. Но, конечно, топ и сделал мой день сегодня в плане поздравлений с Днем Вышиванки. Это Ермак, которого мы лицезрели в Турции. Вот если бы они так делали политику, как поздравляли с Днем Вышиванки. Вітаю з Днем Вишиванки. Все. Все. Давайте еще раз. Мне так весело смотреть. Вітаю з Днем Вишиванки. Поздравляю с Днем Вышиванки. А где ж вот это там код нации, вот эта вся история там, да? Все вот так. Поздравляю с Днем Вышиванки. А чего вот это не выйти и сказать: поздравляю с Днем Независимости? Или там, я понял, наверное, это так с Днем Конституции, которая нифига не исполняется, будут поздравлять 28 июня. Поздравляю с Днем Конституции. Все. Вот это потрясающая история. Значит, ну, друзья, и как бы финальный момент. Смех смехом, но есть на самом деле такие горькие эпизоды. Я думаю, что многие считали какие-то прошлые разы, или те, кто давно смотрит «Шум», или там мои эфиры, что вот этого быть не должно. Ну да, мы, кстати, встречались на «Шуме» 8-9 мая в эти дни, когда Зеленский вот это, да, снимал вот эту проходку по, проходку снимал по Крещатику, там к нему бориспольский депутат пьяный приставал, будущий депутат. И он там показали вот этот вот, не знаю, вот это кладбище в сердце столицы, мемориальный комплекс, где натыкана куча флажков. Сегодня случился инцидент. Значит, подрались два мужика. Один другого, видимо, победил, уложил и держит. Значит, центр города, Майдан Независимости. Вот это вот стихийная мемориальная история, которую вместо того, чтобы упорядочить, как-то привести в божеский вид, в общем, они там подрались. Причина неизвестна, сразу непонятно, почему, чё к чему. Но, в общем, они подрались, вот это все, повредили там два портрета, женщины там сокрушаются, а вот эта вот женщина с телефоном, она в полицию звонит, понимаете? И все стоят, тут, как так говорят, стоят и смотрят. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Центр города, самый центр, воюющая страна. Один там, непонятно почему, не знаю, какая разница? Идеологически, не идеологически, там кто-то кому-то чего-то не так подвинул, не так задвинул или еще что-то, понимаете? Даже вот в этом случае. Ну а где полиция? Там же под охраной весь центр всегда был. А они-то вот это вот лежат уже столько времени. Ну разве так можно? Вообще надо убрать и как-то там, сделать что-то, окультурить. Здесь нечем гордиться. Вот этим самодельными фотографиями, этими флажочками за каждого погибшего, которые там Фарион туда поставили, там еще всяких, кто солдаты, кто еще, и там ходят в центре города, как вот мемориальный какой-то, не знаю, там место силы. Это место стыда. Это место стыда, что власть не смогла сделать нормальное что-то, куда люди, которым болит, да, они могли бы там прийти и там побывать. Без вот этого всего самодельного. А почему не смогли? Потому что еще со времен Майдана строили же этот комплекс на Майдане.
деньги пилили, уголовные дела, в конце концов, туда-сюда, и что? И ничего, музея Майдана нет. Дело не в Майдане, не в том, что я там хочу его музей. Я хочу просто, чтобы все хотя бы как-то было цивилизовано. И, ну, Майдан превратить в какое-то, ну, не знаю, капище, да, где там вспоминают, или там поминальное какое-то место. Это, конечно, хорошо, идет война, может, действительно кому-то легче, приходят на Майдан и вот там вспоминают, но по сути это же, ну, можно другие места, можно другие интересные вещи продумать. А он там мужики подрались, побили портреты, там, кто их, какие, чьи там, кто там ухаживает за этим, да, кто там принес. Ну, уберут, ну так же нельзя. Давайте по этому поводу пошумим, друзья, и в комментариях в том числе, и в чате, и в комментариях. Это всегда здорово. Но прежде давайте подведем итоги опроса нашего сегодняшнего эфира. В общем, завтра день X, день Ч, как говорится. Он должен был быть сегодня, но нет, не сегодня. Оказался завтра. Завтра, значит, будет Стамбул. Делегации должны, по идее, встретиться. Точной информации еще нет. Встретятся они все вместе. Турция, США, Россия, Украина. Но тогда это типа не прямые переговоры. Или они вместе встретятся. Прямые переговоры между будут российской и украинской делегацией. А те будут сидеть типа наблюдать. Ну, те хозяева, те наблюдают. Ну, так тоже, в принципе, может быть. Ну, сидят молча, типа, конспектируют. Может и так быть. Но вообще, получится ли что-то вообще с этого действа? Давайте подведем итоги. Спасибо большое, 16 тысяч голосов мы получили. 6% считают, что да, все решено, договорятся быстро. 26% катастрофа будет на поле боя, и потом капитуляция, то есть все через войну решится, ничего не получится. 29% все сорвется. Это, в принципе, похожая история, что завтра Стамбул сорвется. Может, будет какой-то следующий, может, какой-то другой формат, может, не будет ничего, и будет вот вариант, который 26% набрал, это 29%. Значит, будут ли, ну и побеждает, что будут тянуть резину. Будут тянуть резину, да, и, ну вот, будут тянуть резину. И устраивать шоу для Трампа. Потому что будут устраивать шоу и, ну вот, воевать дальше. Спасибо большое Ира Иванищева за то, что стали спонсором. Спасибо большое, что пользуетесь вообще супер чатом, супер стикерами, супер спасибо. Это всегда здорово. Спасибо большое, что оставляете вопросы, какие-то темы, которые хотите обсудить. Это тоже прекрасно. Андрей Пивань, луганских вышиванок нет. Не знаю, может и есть, Андрей, луганские вышиванки. Не готов вам сказать, да или нет, есть или нет. Нам попало на видео то, что понравилось Гончаренко, женское платье вышитое. Вот. Ну, ему попалось. А так дело такое. Значит, что по новостям? 22:26, буквально несколько минут назад, администрация президента США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро. А это вот вообще другой сценарий. И он такой достаточно тревожный. Он подчеркивает сегодняшний провал Зеленского, ну вот этих планов, что если Путин и Трамп... Ну вот смотрите, Зеленский улетел в Албанию, там дальше... Трампа не будет. У него там своя программа на Ближнем Востоке. Венс летит в Мессу, вот эту инаугурационную, в Рим, да, в Ватикан. И есть версия, но она непонятно еще, подтверждается или нет, что они могут вполне себе встретиться где-то на Ближнем Востоке, а может и в той же Турции. Они — это Трамп и Путин. То есть завтра посмотрят, что вообще из себя представляет вот эта вся история. Переговоры прямые. Турки посмотрят, американские посмотрят. А если все пойдет хорошо, они потом раз и... Ну, без Зеленского. Зеленскому уже что, опять в Турцию возвращаться? Сидел бы уже тут. То есть, и вот тут уже начнется, что эта фраза, которую там сказал Трамп сегодня, там, в первой половине дня, о том, что в Украине ничего не будет без нашего разговора. Моего и Путина. Это сказал Трамп сегодня.
передавали в средствах массовой информации. Так, значит, клуб зрителей, уважаемые друзья, спасибо вам большое за то, что тоже реагируете и оставляете свои вопросы. Значит, Александр, как вы думаете, Мария Захарова сегодня продемонстрировала, что можем и так общаться, не проблема, восстановление дипломатического этикета на переговорах ради. Послушайте, я Марии Захаровой. Нет, смотрите, тут очень важный момент. Очень важный момент сторон. Очень важен момент. Я продемонстрировал абсолютную непримиримость и противоречие сторон. Однако, надо общаться прямо. Но тут же возникает проблема с кого и с кем. Проблема и уровней, и понимания, и готовности. Зеленский, вот это вот я показывал этот фрагмент его, где он там возмущался, да, его же упрекнули, и он понимает, что это не чистая игра, это ерунда, это не дипломатия, это не переговоры. Ну так это не делается. Он сам понимает это. И он тогда уже, когда после встречи с Эрдоганом отвечал на вопросы журналистов, он уже тогда это понимал. И поэтому так реагировал. Вот поэтому так нервозно, там, оправдательно, полу там, нападая, полу там, защищаясь. Потому что он даже сам, со своим уровнем образования, но уже президент, А сколько он уже президент? Подождите. 6-й год? 7-й? Ну, правильно, 19-й. 19-й, 25-й. 7-й год как президент пошел. То есть он уже сам понимает, что это не то. Добрый вечер. Объявит ли Путин войну или что-то серьезное, если переговоры зайдут в тупик? Нет, думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Будет все идти как идет, но Украине будет тяжело. Будет Украине, очень тяжело. Будет все вполне вероятно, возможно, все будет не то что сыпаться, но так, достаточно. Потому что денег нет. Я встречал, это тоже публиковали сегодня, цифры, что, я боюсь ошибиться, я не хочу рыться искать. В общем, цифры, например, за 25 год от партнеров получат, я округлю в большую сторону, там меньше, допустим, 50 миллиардов, условно, 50 миллиардов. Просто вот для сравнения. Там может 34, 48, что такие цифры. Да, хорошо, давайте, 50. 50 за 25, а в следующем году запланировано 17. То есть больше, чем в 2 раза просадка разницы от того, что в этом году, и от того, что будет в следующем. Тут на все. И на поддержание штанов, и на вооружение, и все. То есть в этом году должно закончиться. Нет, кто-то скажет, там, расчехлят кубышки, европейцы засыпят евро, там, американцы, там сейчас будет политический разворот, но это если стратегически смотреть, именно по финансам, вот так. То есть на этот год, там, опять-таки, не 50 на этот год, меньше, я просто беру, если на этот 50, то на следующий там 20. То есть это существенное падение денег, которые выделяют в 26-м году для Украины. Значит, в 25-м должно все, по идее, закончиться. Да, мне могут возразить, что меньше в этом году, чем запланировано в прошлом. Но тут они поподтягивали там, да, разные, там, Европу подтянули, там, Японию, со всех, с миру по нитке. Тут собрали. В следующем уже с миру по нитке не получится. Это тоже признак того, что будет заканчиваться в этом году война. Александр, вы понимаете, что Россия примет мир и подписание лишь в Москве на условиях России или ссоре до последнего, или какой у вас взгляд? Смотрите, вот эту историю вы не читайте, эту все. Вообще, кто вам сказал? То есть примет только в Москве, там еще что-то. Нет, да они в Стамбуле примут. Если не кочевряжиться, если там не выделываться, как говорит, выкобениваться, как говорит Лукашенко, они примут в любом городе и не капитуляцию, а договорятся. Ведь Москва, она тоже, они пришли, говорят, у нас стамбульские договоренности, все. То есть это же не капитуляция, это мы пропагандистски назвали Стамбул капитуляцией, мы, украинцы.
Потому что я понимаю, что вот такая вот история. Это мы капитуляции нашли. Харьковчанин. Вечер добрый. Александр, почему пропали стримы Щеплыга? Боится Святой Инквизиции? Ну, не то, что боится. Не знаю. Инквизиция, аудитории. Ну, пропали. Ну, как? Ну, вот так. Пропали и пропали. Ничего страшного. Дело такое. То есть у него есть площадка, где он выступает. Переходите, интересуйтесь. Я думаю, что как бы все во благо. Не святой боится, наверное. Не святой. Потому что есть святые, а есть не святые. Вот так вот. Значит, Миха, Миха. Вопрос. Александр, представьте такую картину. Армия России и Украины берут и объединяются. Что будет в Европе и мире? Да не объединятся они уже после такого кровопролития. Это будет очень сложно. Да ничего. Объединяются как кто? Тоже большой вопрос. То есть это тоже такие все моменты, что вот и русские, и украинцы осознают, как их ввергли в самоистребление, уничтожение, стирание друг от друга, и будут вместе мстить Западу, ну, например, Европе. Да? Это такой какой-то такой полуфантастический вариант. Если даже и возможно, то на таких достаточно длинных горизонтах, когда уже там сменится это поколение. Хотя тоже смена поколения, а люди сейчас не знают. Понимаете? Не знают люди сейчас, как жить без войны. Ну, если так вот брать с 2014 года, там война. Ну, по крайней мере, вот эта территория, территория там Донбасса или рядом где-то с Донбассом. То есть, представляете, всегда война. И уже привыкли. Александр, в чем конкретно ваши желания отличаются от требований России? Против ТЦК, запрета религии, идеологии фашизма в Украине, разрешения русский язык. Что вы имеете против этого? Нет, ну подождите. Ева, в вашем вопросе, да, когда вы формулируете, вы перечислили все не главное. Вы перечислили все не главное. Главное – это быть орудием, занозой, угрозой, ну, по-разному метафоры подбирают, для России. С возможностью ставить базы, лепить дроны, направлять ракеты, проводить учения, осваивать военным способом территорию, например, там, западного блока, который считается в России, там, ей угрожает. Да, уже вот недавно была история, Нарышкин там на каком-то собрании рассказывал, как до сих пор Запад хочет расчленить Россию. То есть, понимаете, то есть это все уже такие моменты, это уже напускное, пришедшее сейчас. Ключевой вопрос в этом. То есть, мы говорим, мы суверенные украинцы, мы хотим в НАТО. Это наше суверенное право, а что-то вы тут русские лезете. Те говорят, вы не хотите в НАТО. Говорят, нет, хотим. Нет, не хотите. Хотим. Ну, тогда будем отодвигать, менять, да, по-другому. То есть ключевой вопрос – это Запад против России все равно. Поэтому тут в Украине столько этих танков западных, оружия западного, денег западных. Вот только поэтому. Значит, разве вы забыли, после кидка в Стамбуле Путин сказал, что следующие переговоры будут без прекращения огня? Нет, не забыли. Прекращение огня, конечно помним. Конечно помним, что вот они и идут без прекращения огня. Значит, Богданов Михаил, успокойтесь. Шелест, Германию долго проклинали, все наладится, но Зеленского придется сделать крайним. Наверное, где-то вы правы. Александр Дмитрий Спивак завтра будет, если все будет хорошо, 18:00 прямой эфир, пятничный Спивак завтра. Вопрос, что с Карасевым, есть какая-то инфа? Вчера говорил, инфа есть, все нормально, все в порядке, никто там никого ничего не поймал, в плену не делал, все ну как хорошо, хорошего мало, но имеется в виду, что
суды идут, борется, занимается, готовится там к новому как бы витку. Готовит контент, работает, он всегда работает, Вадим Юрьевич, поэтому тут как бы может скоро появится. Ну, просто период такой, нужно еще там несколько недель, связанные с юридическими моментами в том числе. Александр, к вам вопрос. Вы понимаете, насколько печальная ситуация, тяжесть ситуации, как вы оцениваете в пользу этой ситуации? Религиозные права человека главное? Религиозные... Вообще права человека главное. Вот так я оцениваю эту ситуацию. Насколько печальная ситуация, тяжесть ситуации. Ну, печальная ситуация, катастрофа на поколение вперед. Это правда. Надо что-то сверхъестественное, чтобы всех отвлечь, занять, и все будет хорошо. Александр, если вас пригласит Соловьев на передачу, вы придете? Нет. Думаю, нет. Ну, как кто? На передачу. Как гость там выступить у Соловьева? Нет, не приду. Нет. Ну, а что? Мне хватает нашего с вами шума. Мы ж тут шумим. Вопрос. Кто из собеседников вас смог удивить, шокировать и чем? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Давайте немножко оставим его на попозже. На попозже. Да, то есть, ну, чтобы... И так сейчас с этими гостями все очень там обижаются, там что-то еще. Это зачем это нужно? Вопрос, где Погребинский? Я не знаю, где Погребинский. Последняя информация, это было пару лет назад. Это ну, его там тягали, прессовали, госизмену шили и шьют. Понятно, но вроде как удалось выехать к родным в Германию. Это и все. Но я так понимаю, что там есть какая-то у них, потому что он, еще ряд политологов, они не показываются в публичном пространстве, есть какие-то условия, ну, видимо, да, под эти условия там, да, их, ну, в общем, отпустили и выпустили. Вообще, конечно, ужас, если честно. Значит. Игорь 627. Добрый вечер, Александр. Получается, война останавливается, начинаются 90-е бандитизм. Не, ну проблемы с преступностью начинаются, конечно. Но я думаю, это не повод. Я думаю, это не повод не останавливать войну. Вопрос, почему Зеленский, находясь в чрезвычайно слабой позиции, кучу трупов за спиной, ведет себя так, будто за ним весь мир и огромный потенциал армии ВСУ? Почему жертва ведет себя как агрессор? Ну, потому что там, ну, это жизнь такая. Кошка ведет себя как мышка. Ну, вот это вот. Ну, а как? Ну, такая манера, такая политика. Жертва как агрессор, ну, он же там даже сегодня говорил в этом. Мы не агрессоры в Анкаре. Мы не агрессоры, мы понимаем, но мы и так пошли на большие уступки. Ну, в общем, такой момент. Какой у вас микрофон? Отличный, всегда обычный, простой. Не вообще, то есть HyperX, обычный, абсолютно. То есть значит, Саша, ты, кажется, говорил, что не был в России, а в Крыму был. Если был, значит, был и в России. Я не был в России, но я был в Крыму. Ну, задолго до. То есть я был в Крыму один раз в Севастополе, проводил турнир по акробатическому рок-н-роллу, кубок, там, этап Кубка мира, ну, как ведущий. То есть спортивное соревнование проводил в Севастополе один раз, побывал в Севастополе, в Херсонесе, все. На этом мои путешествия по Крыму как вот начались, так и закончились. Не доезжал никогда. Александр, вопрос, может ли Украина быть нейтральной? Светлана, может и должна быть нейтральной. Может и должна. Нейтральной, как это, мостом, ласковым телятком, которая двух маток сосет. Вот должна. Где дед Соскин? Непонятно, не знаю где. Александр, может ли Украина? Может. Значит,
Хороший вопрос за Одессу, а я не вижу этот хороший вопрос, улетел. Хороший вопрос за Одессу. Вообще-то громкость слабовата. Ну, там по-разному бывает. Не хочу как бы никого перегружать громкостью. Отличный шум, горечь, ирония, сарказм. Смотрю с 2 часов ночи, не отрываясь. Это разница часовых поясов, конечно же. На Украине есть хорошие журналисты, Шелест один из них, работает не по методичке. Ну, потому что, смотрите, тут же как бы секрет всей этой независимости в местоположении и независимости. То есть я завишу только от вас, от вашего интереса, к разговорам, к обсуждению. То есть все, что у меня есть в этом отношении, это вот вы, моя аудитория. Поэтому я никому ее в обиду не дам. Вы все равно самое лучшее. С вами всегда интересно. Вы умная, острая, колкая, зубастая, хоть и пушистая аудитория. Вы молодцы, и вам большое спасибо за то, что вот этим вечером 22:49 у нас сейчас на часах, и 25 тысяч нас онлайн. Завтра очень интересный день будет. Вообще я думал, что, ну, давайте так, по моим ощущениям, сегодняшний день был интереснее. Ну, вот так, по событиям, по заявлениям. Но завтра, если сюрпризов не будет. Вот только в этом, ну, сюрприз, это имеется в виду встреча Трампа и Путина, где они там где-то встретятся и пересекутся, а Зеленский уже улетел, представляете? Лучше бы сидел. Но в Анкаре. Ну и в принципе. В общем, я очень благодарен всем за то, что вышли в шум. Завтра, наверное, шума не будет, там будут прямые эфиры. Завтра пятничный спивак, как я уже анонсировал. Степан Димура тоже прямой эфир. Обсудим все. То есть смотрите тоже за выпусками видео на канале. Тоже могут быть завтра сюрпризы. Ну, надеюсь, что будут на днях какие-то такие интересные, неожиданные гости. В общем, благодарен всем и всем желаю доброй ночи. И мое традиционное добра и света. Хорошо пошумели.